Добрый день! Вы на канале Анны Галич, и сегодня будем делать розы из сахарной мастики. Это не простой мастер-класс. Более базовые упражнения для начинающих вы можете найти на моем канале по ссылкам в закрепленном комментарии под этим видео. Аналогичным образом вы также можете делать цветы из полимерной глины. В прошлом видео мастер-классе по сахарным цветам я показывала изготовление листьев без вырубок. Ссылку на этот мастер-класс вы найдете в закрепленном комментарии. Спасибо за ваши репосты, комментарии и лайки. Приглашаю подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик. Впереди вас ждет очень много интересного. Для изготовления розы в английской технике нам потребуется сахарная мастика. Рецепт ее будет в закрепленном комментарии под этим видео, а также тонкогубцы и маленькие ножнички. Сиреневый и зеленый пищевые красители. Я использую гелевые, а также текстура для листьев и лепестков розы. Вырубок у меня под рукой не оказалось, поэтому буду использовать шаблоны. Схему вы найдете также в закрепленном комментарии под этим видео. Инструмент: колесико для мастики, дрезденский стек и маленькая скалочка. Кисти синтетика сухие, а также порошковые пищевые красители, которые называются цветочная пыльца, губка для сахарных цветов и доска с бороздками для сахарных цветов с нескользящим ковриком, а также проволока 18 и 28 или 26. У меня не было 18, поэтому взяла 22, но вы так не делайте. Бумажных полотенец возьмите побольше, они нам пригодятся. 18-ю проволоку я разрезаю на две части при помощи тонкогубцев. У них в основании есть кусачки, вот ими я и работаю. Делаю крючки и леплю из мастики конусы. Их желательно слепить за неделю, за две до работы, чтобы конус стал деревянный, дубовый и вам легко было работать. Эта капелька конус должна равняться 2/3 от самого маленького лепестка. То есть у каждой розы будет 3 размера лепестков. Вот берем самый маленький и по нему подмеряем. Итак, конусы слепила, колю проволоку до красна и быстро, пока проволока горячая, ввожу ее в мастику. Должен пойти дым и образоваться карамель. Именно благодаря ей бутон будет хорошо держаться на проволоке. Проволоку ввожу до середины бутона, до вот этой вот его самой широкой части. Если у вас совсем нет времени дожидаться просушки бутонов, то вы можете лепить розы сразу, как это сделала я в видео. Но будьте готовы к тому, что они могут спадать периодически, и очень аккуратно давите на бутон в момент лепки, иначе вы просто потеряете свою розу. С полностью сухими конусами таких рисков, естественно, нет. Для лепки розы мне потребуется мастика сиреневого и белого цветов. Белый пока убираем в сторону, а сиреневый хорошенько вымесим. Затем возьмем скалку и раскатаем на доске или кафельной плитке на любой ровной и не пористой поверхности. Силиконовый коврик здесь не подойдет, потому что он будет вытягиваться вместе с мастикой, и очень тонких лепестков вам на нем не получится раскатать. Работаю скалкой вытягивающими движениями, а не вот такими. То есть именно вытягиваю, так и эффективнее раскатка идет, и вы не пересушиваете поверхность лепестков. Раскатывайте очень тонко и изящно, там даже миллиметра может не быть. Тоненько и аккуратно. Буду делать сразу 3 розы. Вы, если начинающий, то делайте по одной. Мне просто хочется вам показать разные варианты. Это и бутон, и полуроза, и роза с лепестками на проволоке. Разные цветы. Итак, вырезаю по шаблону при помощи инструмента колесико для мастики. И мне потребуется для начала работы 4 лепестка на каждый цветок. 4 малых. Так как у меня 3 цветка, то, соответственно, я вырезаю 12 маленьких лепесточков. Остатки мастики прячу в пакет, чтобы они не пересыхали. Переношу лепестки на губку для сахарных цветов при помощи инструмента колесико. Подхватываю их с доски, начиная с острой стороны, потому что небольшие деформации там не критичны. А вот эта кругленькая сторона должна быть идеальной. Остатки закрываю пленкой для того, чтобы они не пересыхали. Истончаю края. Нас интересует вот эта округлая часть. Инструментом шарик воздействую на зону где-то 2 мм от края. То есть не по центру лепестка истончаю, а строго-строго по краю. Если появилась волна, то разглаживаю ее рукой. Так поступаю со всеми 12 лепестками. Текстуру на первых лепестках я не делаю. Считаю, что это не нужно. Все равно ее никто не увидит. В качестве клея я использую обычную воду. Кисть взяла синтетическую номер 1. Тонким слоем. Это очень важно. Так поступаю с 4 лепестками. Схема того, куда и как мазать клей, будет у вас дана в закрепленном комментарии под этим видео. После просмотра обязательно заходите и скачивайте ее. Если у вас очень горячие руки, то пусть лепесток лежит на столе. Я же взяла в руку, чтобы показать вам, как работать. Я прислоняю конус к лепестку,
так, чтобы на вершине оставалось примерно 1,5 сантиметра. Затем левое ушко, то, которое находится от нас по левую руку, закручиваю внутрь, а правое наружу. И стягиваю серединку таким образом, чтобы я не видела цвет конуса. То есть маленькое отверстие, примерно 1 мм. Можно стянуть серединку при помощи округлой стороны дрезденского стека, если она получилась слишком широкой. Это будет конус, назовем его так. Затем я беру первый лепесток первого ряда и кладу его на ребро конуса. Первый лепесток первого ряда будет выше капли примерно на 2 мм. То есть не ниже и не сильно выше, а миллиметра на 1-2 выше конуса. Левое ушко загибаю внутрь, правое болтается. Сверху лепесток должен плотно прилегать к конусу, снизу же образуются некрасивые складки. Затем прислоняю второй лепесток и против часовой стрелки подставляю его за первым, таким образом, чтобы правое ушко продолжало болтаться. Если вдруг правое ушко сильно заклеилось, то можете его оторвать при помощи дрезденского стека. Проверяем обязательно высоту, снизу подгибаем складочки и левое ушко затягиваем в центр, правое отодвигаем. И третий лепесток хорошенько глубоко вводим внутрь нашего бутона. Затягиваем левое ушко, смотрим, чтобы сверху лепестки прилегали к бутону, это очень важно на первых лепестках. Снизу складочки подклеиваем, это важно делать сразу после каждого ряда. Отправляем бутон в сушку, вставляем в пенопласт или полистирол, или, как я, в бумажные полотенца. То же самое проделываем с оставшимися 2 конусами. То есть у нас с вами получается 4 маленьких лепестка с истончением, но без текстуры, один из которых идет на конус, а оставшиеся 3 мы клеим в первый ряд. Для второго ряда я беру остатки сиреневой мастики и домешиваю туда небольшой кусочек белого цвета. Остатки белого убираю. Они нам еще потребуются. Тем самым идет высветление рядов. Это очень физиологично с точки зрения роз, потому что первые лепестки самые сочные, самые темные, а последние уже увядающие, светлые, такие более тонкие. Тем самым наша роза будет выглядеть более натуралистично. Я раскатываю по 3 лепестка на каждый цветок, и лепестки, обратите внимание, уже беру средние, не маленькие. Также переношу их на губку, истончаю края, но при этом еще и делаю текстуру, потому что бутончик у нас начинает раскрываться, и все начинают видеть лепестки. И мы хотим, чтобы они выглядели как настоящие. В интернет-магазинах вы можете найти эти текстуры по поисковому запросу «Вайнеры для сахарных цветов». Лепесток розы. Кладем лепесточек строго по центру, накрываем его верхней частью вайнера и один раз со всей силы придавливаем. Затем смазываем водой 3 лепестка. Слева мы подклеиваем водой на 2/3, а справа только до середины, чтобы бутончик у нас уже раскрывался. Приставляем новый лепесток к любому из ребер первого ряда, и второй ряд будет выше первого ряда на 2 мм. Подклеиваем точно так же, как и первый ряд, аналогичным способом. Подгибаем лепесточки, закручиваем их сразу, пока они еще мягкие. Позже сделать это будет уже невозможно. Посмотрите, какой красивый бутончик. И подвешиваем его сушиться на шкафчик. И к оставшимся 2 бутонам приклеиваем таким же образом вторые ряды лепестков. Для третьего ряда я добавляю еще больше белого, для того, чтобы цветок высветлялся еще сильнее. Также раскатываю, и теперь мы с вами разделимся. У нас будет бутон, он закроется большими лепестками, поэтому вырезаем 3 больших лепестка, а для 2 оставшихся розочек мы сделаем средние лепестки, то есть по 3 средних лепестка на каждый 3-й ряд у розочек. Итого 6 средних лепестков. Снова переносим их на губку, истончаем край и делаем текстуру при помощи силиконового вайнера. Беру один из 3 бутонов, они у нас пока что одинаковые. Это конус, первый ряд маленьких, второй ряд средних. И беру 3 больших лепестка. Слева намазываю водичкой чуть больше, примерно до половины, а правое ушко смазываю на 1/3 у основания. И также против часовой стрелки приклеиваю 3 лепестка. Все то же самое, с одним только отличием, что вот у этого тонкого длинного бутона лепестки, вот эти большие последнего ряда, сильно выдвигаются относительно второго. То есть не на 2 мм, как мы раньше поднимали, а примерно даже на полсантиметра, можно даже на 7 мм. То есть достаточно высоко поднять. С центра я делаю такой защипчик
и сбоку отгибаю лепесточки при помощи кисточки или древовидной палочки, так как показано в видео. Делаю это, пока лепестки мягкие, сразу же. Если у вас в помещении очень сухо, убавьте отопление, иначе вы просто не успеете работать с сахарной мастикой. Делаю крючок и отправляю бутон сушиться. Дальше мы к нему приклеим чашелистики. Лепестки третьего ряда желательно немножко подсушить, чтобы они стали похожи на тканевые. Тогда легче будет работать. Они лучше будут держать объем. Поэтому убираем их в сторону и займемся раскаткой четвертого ряда. Четвертый ряд мы сделаем из больших лепестков. Так как у нас осталось всего лишь 2 цветка, то делаем 6 больших лепестков, по 3 на каждый четвертый ряд. Если вы уже запутались в количестве рядов и цветов, то просто загляните в закрепленные комментарии, там есть ссылка на схему, и в ней все очень понятно написано. Сохраните ее, она вам всегда пригодится. То же самое делаем с лепестками четвертого ряда, переносим их на губку, истончаем, вайнер, все как обычно. И переносим их на бумажное полотенце для того, чтобы они подсохли. Сравните, да, вот они какие мягкие, а те, которые уже подсохли, больше похожи на ткань, и с ними удобно работать. Смазываем их клеем до половины слева и на 1/3 справа. И приклеиваем, поднимая этот ряд третий на 2 мм относительно второго, то есть совсем чуть-чуть. Обратите внимание, цветок становится все более раскрытым, склейка становится все ниже, для того, чтобы бутон розы уже распускался. И в центре вы можете дрезденским стеком вот эти кармашки приоткрыть, для того, чтобы получился объем. Посмотрите, какая красавица розочка получается. Это всего лишь 3 ряда. Первый из маленьких лепестков, второй из средних и третий тоже из средних лепестков. То же самое я сделала со второй розочкой и подвесила их на крючки сушиться. Когда большие лепестки для четвертого ряда уже достаточно хорошо держат форму, я переношу их на бумажные колечки. Мастер-класс о том, как сделать их из бумажных полотенец, вы найдете по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Большие лепестки на колечках сушим недолго, до того момента, когда они начнут хорошо держать форму. Для одной из роз мы сделаем лепестки на проволоке, чтобы показать вам, как можно работать с объемами. Для этого я беру 28-ю проволоку, если у вас очень большая роза, то берите 26-ю. Чем меньше номер, тем толще проволока, соответственно 26-я более толстая, чем 28-я, и она лучше держит нагрузку от больших лепестков. Лепестков у нас будет 5, поэтому я взяла 5 проволочек. Режу проволоку для лепестков только ножницами. Обязательно запомните это и всегда только так и делайте. Изготавливаю лепестки обычным для меня способом при помощи доски с бороздками. Если у вас нет такой, то я уже это предусмотрела, и в закрепленном комментарии вы найдете ссылку на мастер-класс, где я показываю, как изготовить лепесточки без доски. Раскатываю мастику скалкой, делаю довольно толстый слой, затем разворачиваю ее в сторону и от проволоки сверху не давлю, растягиваю мастику в края для того, чтобы истончить лепестки. При этом сверху проволоки, повторюсь, не надавливаю, это важно. Затем при помощи шаблона вырезаю лепестки. Аккуратно снимаю остатки мастики и переношу лепестки на губку. При этом укладываю изнанкой вверх. То есть вот там, где бороздка, эта сторона смотрит вверх для того, чтобы липкий слой немного подсушился. Затем на губке истончаю края, делаю это осторожно, чтобы проволока не прорезала до дырки мягкую мастику. Изгибаю проволочку у основания и укладываю лепесток в вайнер. Аккуратно надавливаю не у основания, где проволока, а с краю лепестка, с краю текстуры, чтобы не было дырки. Это очень важно. Аккуратно переношу лепесток в колечко, делаю углубление по центру и закручиваю края, так как показано в видео. Когда большие лепестки без проволоки для четвертого ряда уже немного подсохли, до того состояния, когда они все еще держат форму, но мягкие, чтобы не трескались, мы смазываем их водой. Если лепестки уже подсохли, то можете основанием ладони их размягчить. Приклеивать четвертый ряд лепестков будем в шахматном порядке к предыдущему ряду. Также по высоте, обратите внимание, лепестки должны быть на одном уровне. Меряем пальчиком, либо кисточкой, любой палочкой, которая у вас есть под рукой. Я намечаю, куда хочу приклеить лепесток, затем наклоняю розу на бок и сбоку прижимаю пальчиками лепесток таким образом, чтобы в центре образовался воздушный карман.
Надежно фиксирую, и если у вас третий лепесток должен зайти под правое ушко первого лепестка, то отклейте и сделайте так, чтобы у нас сохранялась математическая точность и все было правильно. Подкручиваю лепестки, пока они все еще мягкие. Если у вас очень сухо, убавьте отопление, иначе лепестки просто рассыпятся от того, что все очень быстро сушится. То же самое проделываю со второй розой. И подвешиваю их сушиться либо на бельевую сушилку, либо на ручки шкафчиков. Теперь сделаем чашелистики для бутона на проволоке. К слову, я для украшения тортов никогда не делаю чашелистики, не только потому, что это долго, но еще и потому, что они сильно обсыпаются на торт, и меня это раздражает. Приходится их выметать веерной кистью, что тратит мое время. Но вдруг вы будете делать сахарные цветы для какой-нибудь выставки флористической, и вам не дадут золотую медаль, если у вас не будет чашелистиков на бутонах. Поэтому показываю, раскатываю своим обычным способом с доской. Напоминаю, что в закрепленном комментарии есть ссылки на мастер-классы, как это делать без доски для сахарных цветов. После мастер-класса обязательно пройдите, посмотрите, там много интересного по сахарной флористике. Переношу чашелистики на губку, истончаю края, делаю это дрезденским стеком. На маленьких деталях это удобнее всего. И делаю надрезики параллельные краям, не больше 3. И если хотите, можно сделать текстуру либо при помощи гривовидной палочки, либо при помощи вайнера. Для окрашивания бутона использую синтетическую кисть номер 8 и краситель слива. Хорошенько растираю его об бумажное полотенце и движениями сверху вниз напыляю в центр розы. Затем, когда появляется возможность, начинаю действовать от края к центру. Шкрябаю кончик лепестка, задеваю его и протягиваю краситель в центр. Мы не хотим яркости, мы хотим просто оттенка более натуралистичного вида. То есть не надо здесь ярко наносить краску. Она должна быть легкая, полупрозрачная. Для этого хорошенько растирайте кисть о бумажное полотенце. Затем я беру цветочную пыльцу фиолетового цвета и прохожусь по остреньким краешкам лепестка и в основании. И обязательно даю какой-то теплый оттенок, это может быть желтый или теплый салатовый легкий такой оттенок, для того, чтобы цветок смотрелся более естественно, более живо. Чашелистики изгибаю изнанкой внутрь, лицевой стороной наружу. Затем беру цветочную пыльцу среднего зеленого оттенка. Оттенок называется Leaf Green, и прохожусь, неважно в каком направлении, по лицевой стороне чашелистиков. Кисточку тоже хорошо растираю, чтобы не было наляпано. Затем беру темно-зеленый оттенок и прохожусь от края к центру и хорошенько у основания, для того, чтобы придать объем нашим чашелистикам. Действую очень-очень осторожно, чтобы надрезики на чашелистиках не обсыпались. По этой причине я окрашиваю их вот в таком полусухом состоянии, чтобы они не были такими хрупкими, как сухие. И прикручивать чашелистики все-таки удобнее, когда они более влажные. Беру узкую тейп-ленту и фиксирую ее в рабочее положение. Затем по одному прикручиваю чашелистики. Стягиваю тейп-ленту на 5-7 см для фиксации. Распределяю чашелистики вокруг, чтобы прикрыть некрасивое основание бутона. И затем беру более широкую тейп-ленту для того, чтобы закрыть стебель. Одна рука хорошо тянет, другая крутит. Бутончик почти готов, но это еще не все. Нам нужно сделать еще чашеложи. Для этого я смазываю водой тейп-ленту, то есть основание стебля, и надеваю шарик из мастики. Хорошенько затираю стык чашеложи с стеблем и затем тонирую чашеложи в изгибах, не трогая широких частей выпуклых. Стебель тоже немного прокрашиваю, чтобы было более натуралистично. И цветом слива тоже пройдусь для большей натуральности. Теперь займемся окрашиванием лепестков на проволоке. От основания прохожусь цветом слива при помощи широкой кисти. Чем шире, тем лучше. 10, 12.
Синтетическая кисть очень будет кстати. Работаю от края к центру, это очень важно. Затем беру розу, фиксирую тейп-ленту в рабочее положение, отгибаю лепестки так, как это показано в видео, приставляю их к бутону и при помощи тейп-ленты фиксирую их вокруг розы. Вот она, красавица, осталось ее окрасить и почти готово. Но окрашивать розы я предпочитаю в сухом состоянии, поэтому пока повешаю ее и увидимся на следующий день. Наступило утро, розочка высохла, возьму ее и окрашу таким же способом, как я это делала с бутонами. В центре розы движениями сверху вниз, а лепестки от края к центру, очень хорошо растертой кистью. Затем то же самое сделаю фиолетовым цветом на острых кончиках лепестков, немного в центре, и добавлю теплый оттенок либо желтой, либо зеленой краской. Пройдусь, а затем еще раз затру эти места уже кисточкой с основным цветом. Так будет более натурально. И у нас есть еще роза, такая средняя, полубутончик, и ее тоже нужно окрасить. Теперь сделаем чашелистики, но уже без проволоки. Я отмеряю размер, который мне нужно закрыть. Это те места, где у нас была проволока на изнанке. Вырезаю на глаз по 5 чашелистиков на каждую розу. Если на глаз не получается, изготовьте себе шаблоны из обычной канцелярской папочки. Переношу чашелистики на губку и хорошенько истончаю края, чтобы было все очень эстетично и красиво. Затем сделаю текстуру и надрезики. Клею чашелистики на обычную воду, смазываю их по центру. На край не захожу, иначе вода или клей может вылезти и будут некрасивые наляпы на розе, которые сложно будет чем-то спрятать, и это будет очень некрасиво. Чашеложа у такой большой зрелой розы будет гораздо меньше, чем у бутона. Его я надеваю сбоку. Затем также хорошенько затираю стык чашеложи со стеблем и тонирую пыльцой. Если вам понравился мой мастер-класс по изготовлению цветов из сахарной пасты для украшения торта, то прошу, поделитесь им в любой своей социальной сети. Это очень поможет продвижению моего канала. И если вы все еще почему-то не подписаны на мой канал, то обязательно сделайте это и нажмите на колокольчик, чтобы всегда вовремя получать уведомления о моих новых мастер-классах. А также загляните в закрепленные комментарии. Там вы найдете полезные ссылки по сахарной флористике.